Здорово, друзья! С вами Бородатый Палыч. Сейчас я расскажу о своем опыте использования вот этой вот бритвы, которую я показывал в предыдущем ролике про стрижку бороды. Это Philips One Blade. Пользуюсь ей не так давно. В прошлом видео, можно сказать, это мой был первый опыт использования такой, Это не обзор, но все равно я покажу, что у меня было в комплекте. У меня было несколько насадок на 3 миллиметра, на 1 миллиметр и на 5. Я же хочу показать и рассказать свой опыт использования как со стороны бородача. То есть может ли она быть полезна реально бородачу в полной мере. То есть чтобы можно было взять с собой в поездку, зарядить. Обещают, что у нее должен быть хороший аккумулятор, закрыть чехольчиком и, собственно говоря, использовать. То есть что я буду делать? Я сегодня не буду делать, как в предыдущем ролике, что-то укладывать. Наша задача посмотреть с помощью этой бритвы и простой расчески, насколько быстро можно как-то привести немножко в порядок. Сейчас у меня здесь все отросло, отросла шея, отросли вот эти верх щек, вот волосы даже сюда чуть-чуть залезают, то есть усы. И, собственно говоря, с помощью вот этой штуки сейчас я попробую быстренько привести бороду в порядок. С чего я начну? Как обычно, с расчесывания. В этот раз у меня нету никакого распаривания, нету фена, нету горячей воды. То есть все это делается прям на сухую, на живую. То есть вот прошел день, борода как-то у меня там взъерошилась, никаких средств я сегодня не применял. То есть все как есть. Ну, с чего начнем? Одену насадку 5 миллиметров. Вот эту штуку. Не знаю, как даже сказать. Вот если будет видно, значит, здесь какие-то насечки. Я сначала, когда думал, как же она бреет, думал, что вот эта поверхность. На самом деле нет. Верхняя часть и нижняя часть тоже можно скрести вверх и вниз. Головка немножко вот так сгибается туда-сюда. Чем-то похоже на станок там Мак 3, Мак 5. Ну, в общем, вот на этом маковский. Вот она защелкнулась. То есть, соответственно, если в эту сторону я сейчас буду брить, то вот 5 миллиметров. Сделаю сейчас вот здесь бакенбарды чуть-чуть, а то, что у меня вокруг, я на глаз. И потом мы подровняем верхнюю часть, нижнюю часть и усы в каком-то таком порядке. Включаем. Далее насадку сниму и вручную на глаз буду все делать, срезать. Посмотрим, что получится и насколько удобно делать это ей без насадок большой длины. Какую-то часть торчащих волос я срезал. Что можно сказать? Обычный триммер, мощный, у которого прям большая вот эта вот головка, бегающее лезвие, жужжит более ровно и чувствуется, что ему намного проще срезать именно жесткие волосы бороды. Расчесываем и делаем такое прикосновение и большое взъерошивание. То есть вот все, что здесь есть. То есть нам нужно опять волосы расчесать, чуть взъерошить, чтобы они вздыбились. И опять проделаем ту же процедуру. Срежем все лишнее. Ну вот смотрите, когда я сейчас волосы так выпрямил, хотел убрать длину. Триммером это было достаточно просто. Ставишь и прям до шеи жик, 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 счищаешь очень легко. Когда ты двигаешься не вдоль волос, а прямо поперек, то ей очень тяжело. То есть именно менять длину бороды, я больше именно этим инструментом не возьмусь. Это трудоемко и времени много занимает. И что-то не очень хорошо получается. Все, перейдем к контурам. Понятно, что какую-то часть сверху неровности можно срезать, именно как коррекция бороды. Именно стрижка бороды использует только Philips One Blade. Не очень неудобно. В общем, не буду так делать больше. Сначала сейчас, значит, попробую здесь, уберу шею, перейдем наверх и обработаем усы.
Ну, чтобы вот, смотрите, вы ощутили разницу. Значит, сразу могу сказать, она не предназначена для того, чтобы стричь волосы на весу. Здесь очень мелкий вот этот шаг зубчиков для мелких волос. Наверное, даже если у кого-то, ну, прям такие сильные толстые волосы, будет достаточно сложно. Видимо, это сделано для того, чтобы она не резала кожу. Вот. Ну, то есть вообще ничего не происходит. Обычно, в зависимости от того, какая у вас машинка или триммер, могут быть порезы, она реально очень хорошо снимает начисто кожу. Вот, и для тех, у кого кожа чувствительная, у кого бывает раздражение при бритье станком, я считаю, что эта штука достаточно хороша. Сейчас счищаю с другой стороны и будем переходить к щекам. Ну все, низ я закончил. Кожа очень, ну, мягкая, то есть он срезает, Philips OneBlade, эта бритва срезает волосы под корень. Что касается нижнего контура, то сделать этой штукой достаточно сложно. В предыдущем видео про стрижку бороды, наверное, был самый правильный вариант показан, то есть мы самим триммером основную форму там что-то как-то придаем, а вот эту штучку мы уже используем просто, чтобы убрать, чтобы не было раздражения. И опять же, это можно сделать на сухую. Времени это много не займет. То есть это не нужно там пену, там туда-сюда. Удобно. В общем, сейчас посмотрим здесь сверху. Вот. И усы. Усы давайте под насадку 5 чикнем. Так, ну здесь контур как будто бы не совсем ровно, но с другой стороны неплохо. Нужно тоже, точно так же, как любым инструментом, нужно набивать руку, как с триммером, как с опаской я делал. Но, в принципе, мне нравится. Кожа получается достаточно гладкая. Усы. Вот усы именно укорачивать тоже не очень удобно, когда большой массив волос. То есть подровнять здесь сверху, убрать шею. Да, это нормально. То есть сейчас попробуем еще вот этот вот контур над губой убрать. И все, я расскажу, так скажем, свое заключение. Насколько удобно это Philips OneBlade для бородача. Ну все, оставлю как-то так. В общем, смотрите, первое. Именно подстричь бороду без триммера, без нормальной машинки, которая может перегрызать достаточно жесткие волосы и большой массив волос, не представляется возможным. То есть, либо с ножницами, но с ножницами самому сложно, так что обязательно нужен триммер. Это раз. Для того, чтобы делать именно прям ровный контур, обязательно, если вы будете использовать такую штуку, нужно набивать руку. С первого, второго и даже третьего раза я не думаю, что хорошо получится. Что касается нижней границы. Нижнюю границу именно вот по бороде ровно сделать вот этой штукой тоже никак не получится, потому что она не срезает волосы. Та процедура, именно когда я делал это триммером машинкой, я огибал волосы и по прямой проводил до точки шеи. И также делал со всех других сторон, и у меня получался как бы более-менее ровный контур, который, в принципе, там даже если он чуть-чуть неровный, не видно. Здесь это сделать невозможно, потому что она путается в волосах, она цепляется. Соответственно, натягивая кожу так, я не вижу этот контур, то есть волосы у основания, где должна начинаться кожа, и там, где волосы, они длинные волосы, вот именно на переходе, и получается, что они закрывают. Вот, обычным триммером ты их прям, грубо говоря, срезаешь, счищаешь как нож масла, а здесь так не получается. Сама кожа получается после проведения стрижки очень гладкая, ровная, это очень классно, но опять же без триммера это достаточно сложно, когда волос длинный. То есть если вы сильно заросли, то есть сначала триммером просто там на любую длину, хотя бы там на несколько, там 2-3 миллиметра снять, чтобы этой штуке было легко именно почистить. Ну и соответственно третье тоже хотел бы сказать, на сухую, ну то есть на волос, даже не то что на сухую, а не на выпрямленный волос, когда волос не разглажен, не рекомендую равнять бороду, не очень получается, сложно как-то выдерживать какие-то границы, сложно убирать торчащие волоски, потому что они все равно расчесываешь, и они опять начинают торчать. Если же вы хотите носить просто щетину, то я считаю, что эта штука достаточно дельная, то есть есть разные насадки, вы можете их просто одеть и не задумываясь пройтись по всей области. Если мы говорим
о применении Philips OneBlade для бородача, то я бы рекомендовал как бы на 50%, то есть иметь инструмент в виде нормальной какой-то машинки, триммера, который грызет хорошо волосы, и вот этот инструмент просто чисто для того, чтобы очищать кожу, и чтобы это можно было сделать на сухую, с минимальными какими-то раздражениями, потому что после нее, вот как бы даже мой небольшой опыт пользования этой штукой, после нее у меня раздражения не было, хотя когда я обычным станком брил кожу, то это раздражение было. То есть также, возможно, она подойдет для ребят, которые достаточно молоды, да, которые еще там только начинают бриться. Мне кажется, тоже может им пригодиться. Ну и в принципе все, что я хотел показать и рассказать на сегодня. Спасибо большое, что досмотрели ролик до конца. Если вам что-то еще интересно, какие-то вопросы по стрижке бороды есть, по инструментам, которыми я пользовался, пишите в комментариях, подписывайтесь на мои соцсети, на мой канал YouTube. Будьте здоровы, отращивайте бороду. Всем пока-пока.